Черный мешок на дереве зашевелился и издал странный писк. Мужчина заглянул внутрь и в ужасе закричал. Мужчина гулял в лесу. Он часто приходил сюда, знал каждую тропинку, каждый поваленный ствол, каждое дерево. Этот лес был для него местом покоя и тишины. Иногда он останавливался, чтобы просто послушать, как шуршат листья и поют птицы. И в такие моменты ему казалось, что время здесь течет медленнее. Как вдруг он услышал странный писк, едва различимый, будто где-то далеко. Мужчина остановился, прислушался и решил, что ему показалось. Но через несколько секунд звук повторился, на этот раз чуть громче и настойчивее. Что-то в этом писке было тревожное. Мужчина нахмурился и пошел на звук, осторожно ступая по влажной земле. Чем ближе он подходил, тем яснее становилось. Это не просто звук, это зов о помощи. Вскоре он увидел черный пакет, подвешенный на ветке дерева. Пакет слегка покачивался, хотя ветра почти не было. Рядом не было ни людей, ни следов, только тишина, которая теперь казалась зловещей. И вдруг он зашевелился. Сердце мужчины забилось быстрее. Он осторожно приблизился, протянул руку и заглянул внутрь. В следующую секунду лес разрезал его крик ужаса. В пакете лежал крошечный щенок, немецкая овчарка. Маленький, изможденный, едва дышащий. Он тихо пищал, почти без сил, словно цеплялся за последние секунды жизни. Мужчина не раздумывал ни секунды. Он аккуратно достал щенка, прижал его к себе и поспешил к машине. Руки у него дрожали, но он понимал, каждая минута на счету. По дороге он все время говорил щенку тихим голосом, будто пытаясь удержать его в сознании. В ветеринарной клинике врач быстро осмотрел щенка. «Ему очень повезло», — серьезно сказал ветеринар. «Еще 3 часа, и он бы умер от голода и удушья». Щенку назначили лечение. Несколько дней он был на грани, но постепенно начал приходить в себя. Мужчина не отходил от него, кормил, грел, разговаривал с ним, будто тот все понимал. Иногда щенок слабо открывал глаза и смотрел на него, и в этом взгляде уже появлялась жизнь. Когда щенок окреп, мужчина забрал его домой. Он заранее подготовил для него теплое место и долго думал над именем, в итоге выбрав простое, но доброе, чтобы оно всегда напоминало о том дне. С тех пор прошло уже 6 месяцев. Маленький, едва живой комочек превратился в крепкого, красивого пса. Он бегал по дому, радостно встречал хозяина у двери и не отходил от него ни на шаг. Иногда они снова гуляли по тому самому лесу, но теперь уже вместе. Но самое главное, в его глазах всегда было что-то особенное, бесконечная преданность. Он знал, этот человек подарил ему жизнь.